Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал. И специально для вас у нас печной обзор, на котором мы рассмотрим печи отопительные. Это не просто печь, это печь-камин. Несмотря на то, что написано на заднике печи «Березка», это абсолютно новый бренд, который называется Black Stove, черная печь, и печи-камины с наименованием Horse 13 и Horse 9. Как вы уже догадались по цифрам, объем отапливаемого помещения 130 квадратных метров и 90 квадратных метров. Давайте пройдем немножко по ТТХ. 1,20 м, 900 миллиметров. Стекла 30 на 50, у этой печи чуть поменьше. Теперь давайте по нюансам. 150 миллиметров дымоход, что на этой печи, что на той печи. И подключение как сверху, так и, естественно, и сбоку. Что касается цен, я об этом умолчу, но могу сказать, что цена вполне народная, вполне доступная. Ну, а теперь давайте перейдем к деталям и начнем, пожалуй, обзор с меньшей серией вот такой вот замечательной печи камина. Значит, 3 стекла передние, 2 боковых. Естественно, что конвективные решетки. И самое главное, ребята, это подача воздуха. Я немножко понимаю в каминах. Кстати, по поводу камина мы сегодня еще перенесемся на производство и сделаем небольшой инсайт о новом камине, но об этом чуть попозже. А теперь давайте рассматривать эту печь. Итак, как вы знаете, проблема таких печей заключается в том, что стекла коптятся. В данном случае со всех сторон у стекол есть перфорация в рамке, которая позволяет обдувать стекла и не сильно закапчиваться им. Естественно, что если вы перейдете в режим медленного горения, закапчивание все равно будет. Но если интенсивный огонь будет поддерживаться, то о закапчивании речи быть не может. Итак, теперь поехали по деталям. Открыли, посмотрели на стеклышко. Все красиво, замечательно. Важный нюанс. Внутренняя футировка этих печей из чугуна. Не менее чем 1 сантиметр, а в местах ребер жесткости доходит до 2 сантиметров. Замечательное на самом деле решение, и по опыту каминов там Брюнер, Хокстер, Астов в том числе, да, воронежский, могу сказать, что это достаточно долговечная вещь. То есть, покупая себе такой камин, вы можете рассчитывать на несколько десятков лет без перебойной и без каких-либо проблем со стороны вот таких вот замечательных теплых вещей. Что касается окраса, специальная краска, она имеет черный цвет, но тем не менее это с оттенком металлик. Смотрится реально красиво, вживую камера, к сожалению, не передает этот вид. Ну а теперь погнали разбираться, что к чему. Первое — это подача воздуха. Она здесь осуществлена несколькими способами. Как я уже говорил, перфорация по бокам, подача воздуха с верхней стороны на стекло. Регулируется она вот такой вот задвижечкой и позволяет вполне нормально это делать. Дальше, так как хорошие камины имеют подовое горение, но если вам необходимо перевести это все в активное горение, то здесь есть управление зольником, то есть вот здесь управляется горение путем подачи кислорода с нижней стороны, а это подача на зуб-отбойник. И теперь, ребята, внимание, не на простой зуб-отбойник, а на перфорированный зуб-отбойник, который находится в верхней части. То есть процесс горения должен быть не просто эффективным, но еще и красивым. И вот эта печь позволит вам в полной мере насладиться красотой огня. Кстати, Horse — это не лошадь, как могли некоторые подумать, это как раз божество, которое связано с огнем в славянской мифологии. Итак, ну все-таки давайте еще раз пройдемся по ТТХ. Значит, сам камин стальной, внутренняя функционировка чугун. Естественно, что здесь есть вот такие вот отбойники для дров, чтобы они не выпадали, когда вы открываете. Смотрится на самом деле замечательно. Я думаю, что я первый человек, который делает обзор на подобную печь. И обратите внимание на дверку, как она открывается и закрывается. Здесь
находится двойной вот такой вот механизм запора. И, кстати, это касается и каминов в том числе. Хороший камин всегда закрывается дорого и богато. И вот то же самое происходит и здесь. То есть открытие и закрытие камина дверкой, она прям вот чувствуете, как она подтягивается. Что здесь, что, естественно, и здесь. Вот прям берете и понимаете, что это дорого-богато, но тем не менее за вменяемые деньги, чем и славится компания Березка, а теперь уже и Black Stove. Итак, давайте заглянем вовнутрь. По поводу оребрения. Вы видите здесь огоньки пламени, зуб-отбойник. Еще раз, управление подачи кислорода в нижнюю зону, управление подачи зубом, также подача воздуха сюда, подача через перфорацию слева и справа, она нерегулируемая. И, естественно, в нижней части удобно положить дровишки. Теперь переходим наверх. Что можно еще сделать? Естественно, ни о какой жаркой яичнице или кипячении чайника на верхних плитах не предусмотрено. Это отопительная печь, которая позволяет и топить, и наслаждаться пламенем. По габаритам. Здесь у нас идет 900 практически на 800. Второй камин примерно 600 на 600 миллиметров. Естественно, что для дачи, небольшой дачи, вот эта модель более предпочтительна, а это уже реально смотрится дорого и богато. Переходим к верхней части. Здесь очень много регулировок, и это очень хорошо и правильно, потому что в зависимости от ваших нужд и потребностей вы сможете сами отрегулировать огонь. Переходим на верхнюю часть. Здесь также имеется регулировка. Вот она. И двигается она здесь легко и просто. По крайней мере, вот в этом образце точно вам могу сказать, что ничего не клинит. Единственное, что мне хотелось бы отметить, это то, что ход у подачи воздуха в верхней части небольшой, то есть он короткий. Можно было бы сделать чуть подлиннее. И здесь специально лазером вырезано такое отверстие треугольной формы, которое показывает, что в эту сторону увеличивается подача воздуха, а в эту сторону перекрывается целиком и полностью. Ну, собственно говоря, про камины мы проговорили. Я надеюсь, что услышим много комментариев по поводу красиво, некрасиво, замечательно, незамечательно, что можно улучшить или все ок, уже от вас. Ну и как я обещал, небольшой инсайт от Black Stove, но о нем в следующий раз. А на этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующих роликах.